Привет, друзья! А вы знаете, как проложить интернет без Wi-Fi, вернее, получить интернет в какой-то точке без Wi-Fi и без прокладки кабеля? Можно сделать, честно говоря, через розетку 220 вольт с помощью технологии Powerline. Это специальные адаптеры в 220, которые позволяют получить кабельное подключение интернета либо сети без физической протяжки этих самых проводов. Так вот, что такое Powerline? Рассмотрим, какие примеры есть, и рассмотрим, какой Powerline использую я и в каком варианте. Поэтому все это дело на канале Технозон. Поехали! Начнем, конечно же, с принципов. Сейчас вы перед собой видите картинку, это схема. Схема на определенных адаптерах, это Nano Powerline HP5102, но это не столь суть важно. Здесь мы с вами видим, что у нас есть входящая точка интернет, которая пришла на роутер, и видим, что у нас везде эти адаптеры показаны. Фактически, чтобы было понятно, что такое Powerline, то это метод передачи данных по сетям электропитания, используя проводники электрических линий. Принцип работы технологии Powerline заключается в модуляции данных на сигнал временного тока с помощью специальных модуляционных методов. Тут я сейчас, наверное, загрузил многих, и вы скажете: Бабл, нафига ты сыпешь вот эту какую-то терминологию, какую-то дичь? Будете правы. Давайте простыми словами. Я вам объясню. Например, у вас стоит телевизор, и вам нужно туда получить кабельное подключение, например, до 1 гигабита. Powerline. Просто берете розетку, вставляйте в нее адаптер, вставляйте такой же адаптер возле вашего телевизора, и у вас есть сеть. Адаптер один включаете в свой роутер, во второй адаптер включаете кабель маленький, коротыш в свой телевизор. Все, ребят. И это относится ко всему. Это относится ко всему. Вот мы видим с вами пример. Смотрите, от роутера идет в адаптер. Адаптер можно подключить через адаптер и телевизор, и там какую-то приставку, либо компьютер. То есть, грубо говоря, видите, у нас есть в другой комнате, на другом этаже, без протяжки конкретно проводов. А здесь мы видим, в детской у нас стоит адаптер с Wi-Fi репитером, и такие тоже есть. Например, для камер там наружного слежения тоже очень хорошо подходит. И это не только детских камер, тут имеется в виду, можно ставить камеры слежения, ну, допустим, подключать к Wi-Fi камеры слежения, которые у вас расположены достаточно далеко через электрическую сеть. Например, там где-то в другом каком-то корпусе. Тут идет речь вообще о чем? Тут же промышленное развертывание подходит. Потому что большой магазин, вам нужно, чтобы камера была запитана от сети, но при этом она была подключена через LAN на J45. И там выход или PoE тянуть, что в принципе достаточно дорогое удовольствие иметь эти самые PoE сети, либо поставить Powerline, обыкновенную IP-камеру, и обеспечить доступ к этой камере, да, там, через сеть. Также через эти штуки можно получать доступ к интернету, например, к соседу. Что я и сделал в Германии. У меня вообще большая проблема подключить интернет. И я, знаете, что сделал? У меня на втором этаже, чтобы вы понимали, это в общей сумме расстояние достаточно приличное. На втором этаже живет мой товарищ, у которого есть интернет. И я просто-напросто вставил возле его роутера этот Powerline адаптер, подключил его роутер к этому Powerline, вставил такой же Powerline у себя. И подключил свой роутер к этому Powerline. По сути, я подключился к его сети через гигабитный вот такой вот адаптер. Это гигабитные адаптеры. Правда, это адаптеры чуть дороже, они с розетками. Это, кстати, отличный вариант. Если найдете с розетками, берите с розетками. И я имею гигабит, заходит ко мне в дом через вот эту вот фигню. Мы сейчас еще с вами тест проведем. И перед тем, как я вам покажу, какие адаптеры можно, допустим, купить, и как они вообще выглядят, и сколько они стоят, я вам сейчас покажу, как же я подключил этот самый интернет. А потом уже перейдем и посмотрим, какие адаптеры существуют, и что они вообще, какие они на вид вообще. Честно говоря, это вот все вам объясняю очень простым языком, потому что если начать сыпать опять терминологии, вы меня пошлете нафиг и не подпишитесь. А, кстати, подписывайтесь и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить вот такие вот прекрасные обзоры, которые мы для вас специально делаем. Ну, теперь давайте посмотрим, как подключал интернет я. В данном варианте мы видим, что у меня в розетку включено это устройство, есть 3 индикатора и есть кабель, который идет от моего Powerline в мой роутер. Да, кстати, AX7000, есть обзорчик на канале, на шампанское обзорчика нет.
Короче, все дело так. Вы этот кабель можете включить либо в свой роутер, либо в телевизор, либо в, допустим, в свой компьютер напрямую. Если вы, кстати, можете масштабировать эти адаптеры, вы можете их 3-4 сделать. Блин, сейчас фокус настрою, секундочку. Так, давайте я выключу, вам покажу. Смотрите, у нас обыкновенная розетка, обыкновенная вилка, которая вставляется в обыкновенную розетку. Сзади тут ничего особенного нет, подходит от 100 до 240 вольт и вставляется обыкновенный кабель. Вот сейчас вы видите 3 индикатора. Первый — это сеть, второй, вот сейчас он увидел второй адаптер, и третье — это значит он увидит сейчас подключение само по себе сетевое. Вот, все, у нас есть 3 этих подключения. Теперь смотрите, как далеко стоит вторая розетка. Скажем так, давайте пойдем. Сейчас выходим из моей квартиры и идем в другое место. Смотрите, я живу на 1-м этаже. Иду сейчас, тут грязные стены, не обращаем внимания, да, у нас там таскают постоянно какую-то дичь. Смотрите, 2-й этаж, но хочу вас предупредить сразу. Дело в том, что данные адаптеры могут не работать через узел учета. То есть, если у вас отдельные счетчики, и в них есть счетчики, через которые не проходят. Просто есть разные типы счетчиков. В данном случае у нас разные счетчики, но проходит. При этом проходит там, ну, чуть меньше гигабита, по сути. Так, звоним. Денчик, открывай. Давай, ты где? Все, о, здорово. Короче, смотрим. Здесь у нас... Ну, Денчика, тут прикольно, да, там... Вся фигня, смотрите, вот стоит его роутер, по сути он включен в Powerline адаптер через LAN. С LAN роутер идет в Powerline, а в сам роутер заходит от провайдера интернет. И я получаю из его розетки, смотрите, какая у нас здесь красота. Здесь стоит у Денчика этот гриль, и можно прям на балкончике грилить, очень классная тема. А еще иногда вон там в плоечку подшпиливаем. Вон, смотрим, тут целый уголочек такой прикольный вообще с плоечкой. Ну и суть-то дела. Я вставил адаптер к нему, зажал кнопку PR, вот вам просто инструкция, просто кнопка PR на одном адаптере, кнопка PR на втором, вставили в розетки, они друг друга нашли. Если хотите добавить еще один адаптер, это будет еще одна точка. Вставили еще один, можете 4-й вставить, и будет вам прекрасная вещь. При этом они настолько безопасны, у них там безопасное шифрование 128-битное, взломать практически нереально. Неспаренный адаптер вставить в розетку в том же доме не получится. То есть она не будет работать. То есть если там спарить 2 других розетки, то они все равно будут работать у других соседей, например. Они тоже могут использовать Powerline. То есть настолько широкий диапазон использования их, что он просто впечатляет. А теперь я покажу, что использую я. Я использую вот такой вот TP-Link Powerline адаптер Set. Это у нас такой себе наборчик на 1000 мегабит с розеткой. С розеткой мне удобно, просто я туда включаю свой роутер и все, на этом не морочу себе голову, да, и у Дениса получилось вставить просто эту в розетку и все, и ничего у него там лишних каких-то моментов нет. Вставил кабель у него, вставил кабель у себя. Можно докупить один адаптер, при том, что он поддерживает 16, ну, он до 16 ампер, то есть 3860 ватт, и получается у нас, смотрите, можно без розетки и без Wi-Fi. То есть можно докупать и конфигурировать их разные модели. Обалденная штука. На самом-то деле существуют их там, где я покупал, различное множество по различной цене. Ну, например, там Fritz, Powerline, и в основном TP-Link эту нишу занимают в Европе, но можно купить и в Китае. Из китайских вариантов, я сразу перехожу на китайские, из китайских вариантов один из самых прикольных и недорогих, за 50 баксов можно взять, смотрите, вот такой вот с универсальными вилочками. Это почему-то я на него обращаю внимание. Во-первых, универсальные вилочки. Во-вторых, он 600 мегабит, это не важно. Это для организации, допустим, какого-то подключения, такого достаточно интересного. Он просто идет за 50 баксов уже с Wi-Fi репитером. Обыкновенным 2.4 Wi-Fi репитер на 300 Mbps. И он очень неплохо подходит для подключения, например, там устройств умного дома, там подальше куда-то или еще чего-то. То есть это по сути репитер с кабельным подключением. Но вы можете не использовать Wi-Fi функцию, можете использовать конкретно просто Powerline за $50. Это как приятный бонус. В принципе, им пользовался недолго, но он мне достаточно сильно понравился. Из того, что можно купить еще в Китае, это тенды,
который стоит примерно там $50, но тут нужно быть готовым к тому, что, видите, они тоже так схематически показывают, как это дело подключается. То есть подключился роутер, тенда через стеночку. То есть как вам проложить кабель без самого кабеля? По сути, взяли и купили такой адаптер. Но в случае с тендой вы получите, знаете чего? Вы получите очень неприятный момент в виде того, что вам просто покладут, сейчас покажу, вам просто покладут к адаптеру переходничок. Блин, не показывает, к сожалению. Но они нормальные. Я вам честно скажу, если у вас есть, допустим, китайская розетка или готовы с переходничком хорошим потрудиться, то тенды очень неплохо, особенно вот эти вот PH3. И есть вот такие вот варианты по типу UT 500 мегабитные, но за $58 я бы уже не советовал, но вроде как есть европейские вилки, не вроде как, а есть, и они тоже уже с Wi-Fi адаптерами, то есть с Wi-Fi репитерами. В принципе, я не рекламирую и не советую покупать определенное какое-то устройство. Я советую вам пойти в магазин вашего города, в магазин вашей страны и посмотреть, что есть на вашем рынке. В основном это все там TP-Link и Tenda поделили. Есть, конечно, более дорогие, более крутые адаптеры, там по типу тех же самых Fritz адаптеров, но это то, что есть в моем регионе. Вы можете посмотреть в своем. Но такая технология, она однозначно очень крута. Если говорить про скорость вот этого самого адаптера, то, пожалуйста, мы с вами, ну вот сейчас я тестирую, я вам обязательно скриншот размещу, но вот в пике было до 700 мегабит, ну тут еще Wi-Fi, то есть да, возможны какие-то потери, и объясняю, потери у нас возможны, потому что у нас идет через узел учета, но если вы будете это делать вне узла учета до, допустим, каких-то, как его называется, до счетчика, то по сути вы получите чистый гигабит. То есть здесь у нас узел учета съедает порядка 40%, 654 мегабита на 419. Для меня этого более чем достаточно, поэтому мне хватает. Но сама по себе технология Powerline действительно заслуживает своего, скажем так, покупателя и заслуживает того, чтобы на нее обращали внимание. А я вам попытался рассказать в двух словах, простыми, очень-очень простыми словами. И с вами был Bubble на канале Технозон. Пока.